Представители знака зодиака Близнецы. Здравствуйте, мои дорогие близнецы. Таро расклад. Что вам по судьбе в сентябре? Давайте узнаем у карт. И у нас сегодня 3 колоды. Первая — это у нас цыганский пасьянс. И карты больше нам рассказывают о событийном ряде. А остальные 2 колоды у нас есть оракул шамана и колода добра. Значение карт подаются с позиции позитивной психологии, поэтому самое главное — к себе быть добрее, более милосердными, потому что жизнь не бывает полностью предсказуема. И, конечно, карты цыганского пасьянса, как и любые другие, могут где-то не совпадать с событиями вашей жизни, но как альтернативный вариант рассмотреть стоит, потому что любой из нас, когда мы смотрим таро расклады, поверьте, я их тоже смотрю, мы все равно обдумываем что-то свое. Итак, что же вам, мои дорогие близнецы, по судьбе в сентябре 2024 года? Как это видят карты цыганского пасьянса? И я смотрю выпавшие значения, и вы смотрите тоже. Может быть, я что-то пропущу, тогда вы можете мне написать. Ух ты, на кону у вас семейное счастье, мои дорогие. Вот так, подкова. И это очень всеобъемлющая карта. Это как и взаимоотношения, это как и приятные эмоции, безусловно, чувства. Но есть еще и вопросы согласования конкретно с жильем. Или когда вы будете больше времени проводить со своим любимым человеком. Об этом тоже нам говорят карты. Но на кону семейное счастье. Если мы говорим, что вам по судьбе, семейное счастье вам по судьбе. И даже если вы один или одна, значит, в эту сторону нужно двигаться. Как минимум, выйти из одиночества будет для вас задача на сентябрь. Идем дальше. Не вижу пока из тех карт, что достала, совпадений. Вот, кстати, у вас с кем-то мог быть конфликт или ссора, или какое-то недопонимание. Но, может быть, это и ссора закончилась, а осадочек остался в душе. И, значит, тогда, может быть, это где-то и с близкими то, что было, и оно вас словно не отпускает. Давайте рассмотрим дальше, что нам скажут карты. Это не обязательно с близкими, но, может быть, какое-то недоразумение, конфликт и был. Или, может быть, не было возможности что-то осуществить. А здесь будет, потому что, смотрите, вам выпадает ключ. И в этой колоде карт открытый путь. Что-то вы можете осуществить, согласовать. Как будто нет препятствий. И вот этот нож, да, или как ссора, недоразумение, посмотрите, это было как бы до ключа. То есть это что-то мелкое, понимаете? И следом идет радость. Поэтому договориться, разобраться, точно есть варианты, причем не один. И я так вижу, что это что-то очень незначительно мелкое, которое вот на данный период сентября не имеет вообще никакого значения. Но, может быть, важные разговоры какие-то вам и придется провести в спокойном каком-то ритме. И, да и вам самим хочется спокойствия, больше слаженности, больше надежности. Ну, где-то и релакса тоже. Все же где-то подразумевает карта, что мы отдыхаем. Или, по крайней мере, в нашем доме мы уделяем себе внимание, нашему отдыху и восстановлению сил. И поэтому у кого-то поездка может быть как, у кого-то и отдых. Но это все ведет к радости. Может быть, когда более отдохнувшие для нас многие моменты нашей жизни, они выглядят более в каком-то спокойном формате. А когда мы устали, не зря говорят, уставшие люди делают ошибки. Мы наиболее остро даже какую-то ерунду воспринимаем. Поэтому я так думаю, что это какой-то мелкий нюанс, который вы сумеете нивелировать, свести на нет. Открытый путь к радости. Вот о чем вам хотят сказать карты.
может быть, как и сомнение, неуверенность в конкретном человеке. Или вы сомневаетесь, ну вот есть все равно что-то, как, знаете, был конфликт, и как будто либо он может продолжиться, или откровенен ли со мной человек до конца. Вот есть какой-то пункт, у вас выпадает месяц, и это тоже о некоторых разногласиях, о недопонимании, которое может быть, и как и устранено, так и не вспоминай прошлое. Переложите вот эти значения на свою жизнь, потому что открытый путь. Семейное счастье, личное счастье. А для тех, кто один или одна, мои дорогие близнецы, не копайтесь в себе, не копайтесь в человеке. Вот конкретно так. Потому что вам каким-то образом это будет мешать. Тут как бы все карты нам говорят, что у тебя сейчас открытый путь для знакомства или для того, чтобы обустроить свою личную жизнь, для того, чтобы быть счастливым в конечном итоге. Но у вас какие-то сомнения, самоанализ или былое думы, а вот было там когда-то что-то. Потому что по месяцу это ведь всегда есть какое-то пространство по времени, когда что-то уже произошло. То есть было какое-то событие. И вот теперь либо мы никак не можем это забыть и себя перестроить, либо невольно что-то вспоминаем. Давайте мы на колоде карт Таро добра спросим, в чем ваша сила, в чем ваша сильная позиция, или какая сфера жизни, которой вот как раз с учетом вашей силы, где наиболее продуктивно пройдет сентябрьский период, или где вот вы раскроете те события, что по судьбе. Вопросы какие-то решите. Итак, в чем же ваша сила, мои дорогие близнецы? Девятка огня. По девятке огня, знаете, сила физическая, вот с ней будет полный порядок, но ее будет правильно распределить. Духовных сил как будто тоже у нас будет достаточно, у вас, мои дорогие близнецы. Но карта о чем говорит? Вовремя остановись. Вот может быть как раз какой-то конфликт не следует продолжать. Или остановись, твоя сила в том, что ты какую-то ситуацию не педалируешь, а позволяешь ей развиться самой по себе. Ведь по этой карте мы больше наблюдаем, делаем выводы. По этой карте, безусловно, если выводы мы делаем, то они основаны на реальности, а не на нашем самокопании. Вот это такой тонкий нюанс. Время задавать вопросы. Может быть, разобраться в каких-то деталях. И если, опять же, возвращаемся к нашему пасьянсу, если тебя что-то беспокоит, задай вопросы, спроси конкретно. Сам не додумывай, а время прояснять. Ваша сильная позиция в том, что вы расставите все по местам, чтобы не было каких-то белых пятен или не было бы тех тем, мои дорогие близнецы, которых вы будете додумывать сами, и вас это уведет на какую-то ненужную глубину, глубокая как раз философия на мелком месте. Событие, которое изменит вашу жизнь в сентябре, если мы спросили, что же вам по судьбе. Четверка огня. Праздник, мои дорогие. Праздник после победы. Праздник, может быть, и какое-то торжество. Счастливое событие у кого-то, может быть, присутствует чисто по дате. Но если мы говорим еще и про победу, какой-то вопрос вы сумеете для себя решить. Может быть, это связано отчасти с документами. Вообще по этой карте идет радость, гармония, исцеление. И совершить какие-то важные разговоры. Научиться радоваться. Вот сама по себе, как Вселенная, пытается вам помочь. И, кстати, для тех, кто один или одна, выйти судьбе навстречу. У вас, правда, сентябрь, благоприятный период, мои дорогие близнецы. Используйте это время по максимуму, чтобы быть счастливым. Ведь, по сути дела, об этом нам говорит карта. И это событие, которое входит в вашу жизнь. Давайте мы узнаем событие, которое заставляет измениться лично вас самих. Что это? Или вы сами хотите это совершить? Король воды, правда, личная жизнь? Ну, точно, не сидите в одиночестве. Как минимум, либо какие-то поездки себе
наметьте, или продумайте какой-то план, стратегию, тактику, где я могу с кем познакомиться. У кого-то отправиться на курсы, может быть, онлайн-курсы, у кого-то совершить путешествие, может быть, или начать исследовать даже какую-то территорию, где вы проживаете. Я уверена процентов на 50, что не везде бы вы бывали. Или начать ходить в театры, или какое-то вдохновение себе привнести в вашу жизнь. Но вообще уметь наслаждаться, радоваться жизни. И, может быть, девятка огня нам тогда будет скорее говорить о том, что пришло время уделить самому себе. И как раз какой-то своей личной истории. Оставь какие-то проблемы, заботы на потом. Не копайся где-то, не анализируй чересчур, иначе тебя этот глубокий самоанализ уведет на какую-то глубину, и ты забудешь радоваться жизни. Буквально так. Тут все события сентября учат вас как будто радоваться заново, мои дорогие близнецы. Давайте на оракуле шамана достанем карту совет. По королю воды это иду проходят как раз наши близкие. Или люди, которые нас любят, которые готовы нам прийти на помощь, которые умеют радоваться вместе с нами. Есть по этой карте еще и такое значение, как финансовые вопросы, которые вы как раз сумеете решить с большим плюсом. Поэтому у вас, как и по финансам, неплохо, но и про личную жизнь не забывать вам тоже предлагают карты. Итак, совет для моих дорогих близнецов на сентябрь. Нижний мир. Вот то, что с вами, мои дорогие близнецы, было в предыдущий период времени. Это вас некоторым образом, не случайно как бы, вот все события, произошедшие с нами прежде, они не случайно оказали на вас какое-то воздействие. И карта призывает достать свои как скрытые сокровища. С одной стороны, это мудрость, опять же, научиться радоваться жизни. И карта говорит, что только ты, твое счастье в данный период времени для тебя важен. Да, карта мудрости, если мы сказали, и нам дает совет: не принижай себя, не подстраивайся под кого-то для того, чтобы кому-то понравиться. То есть какие-то принципы ваши, они должны быть сохранены. Но и сейчас время, как будто прошлое, требует осознания и принятия того, что уже произошло. Может быть, для кого-то это тупик был, прежде какая-то ситуация. Значит, анализировать то, что с вами происходило прежде, и задуматься где-то над уроками стоит. Но и в то же время карта нам говорит, что ты должен сохранить как искру какую-то, как какую-то свою мечту, то, что ты о чем мечтал, потому что ты стоишь как раз на пороге того, что ты сейчас можешь быть счастливым. И вот если мы принимаем себя такими, какими мы есть, мы словно получаем дары от предков. Все-таки об этом нам говорит карта. И мы идем дальше. Задача идти дальше. Иными словами, ну, где-то карта напоминает отчасти, может быть, 13-й старший аркан в колоде Таро. Некоторую трансформацию, мои дорогие. Но это тот полученный опыт, который мы проанализировали, берем только в виде ситуации. А какие-то эмоции, которые с нами уже произошли, они не должны нам мешать отстроить жизнь по-новому и попросту быть счастливыми. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.